Добрый день, зрители канала Real Конструктор Стас. Сегодняшнее видео – это завершение проекта и окончательная сборка элементов в единое законченное изделие. В результате сегодня вы увидите, как я изготовлю кошелек для монет. Аксессуары, изготовленные ранее, были разработаны непосредственно для него. Это бусины и зажим для шнура. Ссылки на видео по их изготовлению я оставлю в описании к этому видео. Приступим. Проект кошелька монетницы взят из общедоступных ресурсов, как идея, а разработка дизайна полностью моя. Начинаю с изготовления выкройки на бумаге при помощи карандаша, линейки и циркуля. Размеры изделия и деталей выбираю исходя из размеров материала, который пойдет на изготовление. Мой кошелек будет состоять из 4 деталей. После прочерчивания вырезаю бумажные шаблоны ножницами. Материалом для изготовления служит кожа. Прикладываю выкройки из бумаги к коже и приклеиваю их скотчем. Аккуратно вырезаю по контуру ножницами и таким образом получаю 3 кожаные детали. Края центральной детали обрабатываю сначала мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать неровности после обрезки. После шлифовки наношу на урез кожи пчелиный воск и при помощи хлопчатобумажной ткани втираю его в кожу. Далее произвожу склеивание всех деталей и даю время клею высохнуть. После высыхания клея произвожу разметку для того, чтобы прошить детали кошелька по контуру центральной детали.
Размечаю сначала циркулем, а затем разметочным колесом. Отверстие после разметки выполняю при помощи шила. Для прошивки использую самодельное приспособление под названием Pony. Вставляю кошелек в зажим и фиксирую винтами снизу. Для сшивания использую обычную обувную капроновую нить. Конец нити сначала натираю пчелиным воском, а затем вставляю его в иглу и продеваю иглу через нить, отступив от края приблизительно сантиметр. Я решил, что буду делать шов одной нитью и посчитал необходимую длину нити. На второй конец нити надел иглу аналогичным способом. Прошиваю кожу сидельным швом, продевая нить в каждое отверстие навстречу. После выполнения шва нить обрезаю и поджигаю, чтобы она не распускалась. По периметру выполняю отверстие для продевания шнура. Установкой фурнитуры занимается профессионал своего дела, который имеет свою мастерскую недалеко от моего дома. Все подбираю в одном стиле – медь, так как бусины и зажим для шнура полностью медные. В кошелек устанавливаем 4 люверса и одну кнопку. Для того, чтобы стягивающий шнур не вытягивался в одну сторону, завязываю по центру узел. Я выбираю узел восьмерка или бесконечность. Затем вставляю шнур в отверстие и фиксирую спереди зажимом для шнура.
Надеваю на свободные концы шнура бусины и фиксирую их узлом. Стопорным я выбрал узел баррел, или его еще называют бочкообразным. Ну вот, кошелек для монет готов, и пришло время произвести испытание и наполнить его. Кошелек получился очень симпатичный и достаточно вместительный. Рекомендую всем сделать такой кошелек. С вами был Real Конструктор Стас. До новых встреч на моем канале.